Здравствуйте, зрители канала Игрульки! Сегодня мы рассмотрим наемника Плаг. Это лучник, который, помимо допинга, восстанавливающего очки жизни и усиливающего союзника, кидает еще оглушающую атаку. Пользоваться этим навыком непросто. Для увеличения счетчика комбо нужно провести обычную атаку, далее провести оглушающую атаку, после этого можно обычной атакой еще раз увеличить счетчик комбо. Смотрите. Проведем тестовый бой. Ждем соперника. Загружается поле боя. Мы видим, что Плаг есть также и в построении соперника. Соперник хочет пропустить ход, так как у него не хватает инициативы для его совершения, но это у него получается не сразу, из-за того, что кнопки расположены не очень удачно. С первого хода я стараюсь провести комбо по всем наемникам противника, также очень важно провести атаку «Лютый холод», чтобы снизить инициативу противника, особенно у ключевых защитных наемников. Противник тоже старается не отставать. Он проводит атаку по среднему строю и проводит оглушающую атаку по среднему строю в первом ряду, и далее он повторяет удар обычной атакой, что дает ему дополнительное комбо. Я вынужден использовать пробуждение, используя навык медиа, на первом и среднем ряду, но у меня есть удар Горынычем, что дает возможность увеличить счетчик комбо всего отряда противника. Далее я провожу оглушающую атаку Плагом на метаморфе и повторяю простую атаку, чтобы увеличить счетчик комбо и ввести метаморфа в стан. Лютый холод, тем не менее, дает о себе знать, и противнику не хватает провести полноценную ответную атаку, и он вынужден использовать лечение на метаморфе, и таким образом сбрасывается счетчик комбо с моего отряда, так как противник не смог провести простую атаку. Я продолжаю атаку посредством лютого холода в комбинации с комбо, что приводит к стану части отряда противника. Противник вынужден восстанавливать счетчик комбо на моем отряде, но тактическое преимущество уже было потеряно, и он вынужден менять тактику. Противник решил бить по одному наемнику, надеясь его вынести с хода, но это ему не удается. Я провожу обычную атаку по всему отряду противника и успеваю исцелить пострадавшего наемника. Это позволяет мне нейтрализовать изменения тактики противника. На радостях я даже решаю провести простую атаку медиа, что мне еще может выйти боком. Тем временем, у противника по-прежнему мала инициатива для проведения полноценной атаки и практически весь отряд в стане, что дает мне тактическое преимущество. Я опять успешно провожу оглушающую атаку Плагом по метаморфу, на что я потратил, как обычно, 3 действия и успеваю исцелить пару наемников. Оглушающая атака очень затратная и тягомотная, требует четкого исполнения определенного алгоритма действий. Нарушение этого алгоритма не приведет к успешному увеличению счетчика комбо на наемнике противника. У противника нет фроста, поэтому ему сложно бороться с лютым холодом, но тем не менее, он умудряется застанить мне пару наемников. Я трачу почти весь ход на защиту и провожу простую массовую атаку Горынычем. Хочу отметить особое место в отряде для наемников Медиа и Горыныч, которые имеют простые массовые атаки. У противника опять нет возможности сделать действие, и он вынужден пропустить ход. Далее я продолжаю удачно выбранную тактику комбо «Лютый холод». Накладываю медиа-комбо на весь отряд противника и кидаю «Лютый холод» за 3 действия, также успеваю восстановить водный щит у своего наемника. Однако, посмотрите бой сами, а у меня для вас есть новость. В следующем видео мы будем рассматривать наемника Некр, который призывает Скелетона. Скелетон — единственный теперь в игре, кто обладает пассивным навыком болезнь. Заинтриговали? Тогда ждем вас в игре. Заходите в группу WhatsApp, обсуждайте игру и свежие обновления с разработчиком. Ссылочка на группу WhatsApp, как обычно, в описании. Тем временем, если обратили внимание, я опять смог провести оглушающую атаку успешно в этот раз по медиа. У противника опять не хватает инициативы для проведения полноценной атаки, и он делает только простую атаку Горынычем. Я также провожу медиа простую атаку, излишне самоуверен, восстанавливаю водный щит и не снимаю комбо со своих наемников. Это сразу использует ослабленный противник и наказывает мой средний строй станом. Надо же так лопухнуться! Мне приходится тратить ход на снятие оглушения, также я провожу простую атаку медиа по противнику, чтобы увеличить счетчик комбо на всем отряде и наложить лютый холод на первый ряд противника. Противник не имеет достаточной инициативы и вынужден пропустить ход. Эх. Жаль, нет фроста у противника. На будущее возьму себе на заметку, что без фроста лютокомбовая атака будет очень опасна. Противник теряет медиа, но тут же ее воскрешает. Впрочем, зря потраченный ход без лечения,
так как я сразу же при нанесении простой атаки медиа убиваю воскрешенную медиа противника. Далее я ради эксперимента пытаюсь провести оглушающую атаку по голему противника, так как у него пассивная защита от оглушения простой атакой, и это не значит, что есть защита от оглушения магической. Ранее болезнью можно было оглушить таких наемников, как Голем и Горыныч, однако, как мы видим, фокус не прошел. Оглушающая атака только на один удар снимает в течение текущего хода ограничение на количество комбо от простой атаки. Тем временем отряд противника разгромлен. Вывод такой, что если Плагу вернуть болезнь, а болезни, в свою очередь, вернуть комбо, то Плаг станет ужасно страшным наемником. Сейчас же это просто очередной наемник со своей фишечкой. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока!